Всем привет! На сегодняшнем видео мы будем разбирать, почему алгоритм забирает наши стопы перед истинным движением и почему правильный анализ приводит к убыткам и как перестать быть топливом для крупного капитала. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда все сделали правильно, контекст определили, направление угадали, увидели модель входа, вошли в сделку, цена пошла в вашу сторону, а потом резкий разворот, цена выбивает ваш стоп и улетает ровно туда, куда вы и планировали, но уже без вас. Знакомо? Конечно, знакомо. Потому что это случалось с каждым. И в это время вы говорите себе, большинство говорят сами себе, что это было чисто случайность, либо это был рыночный шум, списывают на то, что не повезло. Утешают себя, говоря, что сегодня был не мой день. И это самая дорогая ложь, которую вы можете себе сказать, потому что проблема не в анализе, не в контексте, и уж точно не в невезении. Проблема в том, что вы не видите, что делает алгоритм в тот самый момент, когда цена разворачивается против вас. Смотрите, как это выглядит. Давайте разберем одну из таких ситуаций, где обычно большинство ловят стоп-лоссы. И вот ситуация на NASDAQ. Мы сначала давайте определим контекст. Цена находится в премиуме. Здесь была зачистка buy-сайда, плюс зачистили ликвидность с этих свинхай и сформировали здесь SMT-дивергенцию с S&P 500. Вот. У нас сформирована SMT-дивергенция. Дальше. Вот у нас здесь происходит смещение, формируется первый имбаланс, затем происходит displacement. Вот. Это прям явный признак того, что цена меняет свое направление, то есть происходит смена направления тренда. И тут у нас формируется опять имбаланс. Вот он. Если делать анализ по концепции ICT, это свеча, это displacement свеча, а внутри этой свечи формируется у нас FVG. И эти имбалансы, они очень сильные имбалансы, обычно они удерживают цену. И это самое лучшее окно, где можно войти в сделку. Что мы имеем здесь, в sell сайте? Мы имеем вот эти относительно равные лои, swing low, куда и можно будет таргетироваться после теста этого имбаланса. И этот имбаланс, он обычно должен сдержать цену, удержать. И вот мы видим реакцию цены на 0,5 уровень этого имбаланса. Цена не смогла пробить этот уровень и обратно возвращается. Если цена закроется ниже этого диапазона, то мы можем уже рассматривать входы в позицию, в шортовую позицию. Вот здесь мы уже можем войти в позицию. Стоп мы можем поставить сюда. И take profit, вот этот swing low. Короткая позиция. Давайте отсюда, сюда стоп. И take profit вот сюда. Первый уровень наш. Итак, что мы имеем? Мы имеем SMT подтверждение, мы имеем displacement, смещение и тест имбаланса. Откуда цена получает хорошую реакцию, и мы здесь выполняем вход. И дальше уже должны сопровождать цену, то есть свою сделку. Отлично, цена начала двигаться по направлению к нашей цели. Ага. И вот что случилось. Цена начала двигаться по направлению к нашей цели, но когда оставалось совсем чуть-чуть, цена делает разворот, возвращается к нашему стоп-лоссу, выбивает стоп-лосс и уже идет к нашей цели без нас. Это знакомая ситуация, не так ли? Такое случалось с каждым из нас, и даже не единожды, можно сказать. Смотрите, как это выглядит. Вы все сделали по правилам, определили контекст, увидели модель входа, дождались формирования имбаланса, затем реакцию на этот имбаланс, вот здесь, и цена двинулась в вашу сторону. Вот. Вы уже мысленно считаете прибыль, а потом резкий разворот, стоп выбит, и цена улетает ровно в вашу сторону, но без вас. И тут первая реакция. Многие начинают искать ошибку в анализе, списывают на случайность. Но это не случайность, это механика, и у нее есть конкретная логика. Логика, которая повторяется снова и снова, на каждом таймфрейме, на каждом инструменте. И пока вы ее не видите, вы будете продолжать терять деньги на сделках, в которых все было сделано правильно. В этом видео я покажу вам эту логику. Вы узнаете, как определить момент, когда рынок ставит доставку на паузу.
какие свечи сигнализируют о начале таких маневров и, главное, как перестать быть тем самым топливом, за счет которого алгоритм разгоняет цену. Если вы устали терять деньги на правильных сделках, досмотрите видео до конца. Что происходит под капотом? Истинная логика алгоритмического движения цены. Будем разбирать саму механику алгоритма. Чтобы перестать попадать в эту ловушку алгоритма, одного осознания мало. Нужно понять, как устроен сам механизм, заглянуть туда, куда большинство трейдеров даже не думают смотреть. Не в индикаторы, не в паттерны из учебников, а в саму логику, по которой алгоритм двигает цену. Именно там и лежит ответ. Окей, давайте разбираться. Когда цена разворачивается и выбивает ваш стоп, что думают большинство трейдеров? Наверное, там была сильная зона сопротивления. Цена не смогла пробить уровень, поэтому не дошла до цели. Звучит логично, правда? Но это мышление ритейла. Вы объясняете движение цены через уровни, а алгоритму уровни безразличны. Он видит только ликвидность. А если алгоритм работает только с ликвидностью, то наша первая задача – понять саму природу ликвидности. Не так ли? Как только мы это поймем, все станет гораздо понятнее. У ликвидности есть всего два состояния. Но от них зависит абсолютно все. Первое – High Resistant Liquidity Zone. Зона ликвидности высокого сопротивления. Уровень, где цена уже побывала, собрала стопы и подтвердила разворот. И вторая – Low Resistant Liquidity Zone. Зона ликвидности низкого сопротивления. Место скопления стоп-ордеров, равные максимумы, минимумы, выступающие магнитом для цены. Итак, анатомия High Resistant Liquidity Zone, то есть зоны высокого сопротивления. Это уровень, где цена уже побывала, собрала стопы, развернулась и подтвердила ордер блок или rejection блок. Low Resistant Liquidity Zone, зона низкого сопротивления. Это абсолютный магнит для цены. Место скопления стоп-ордеров, равные максимумы, минимумы, трендовые линии. Как это выглядит у нас на графике? Зона высокого сопротивления, когда ликвидность снимается, образовывается новый хай. Цена, то есть цена снимает ликвидность, переписывает экстремум, затем делает разворот. High Resistant Liquidity Run – это запуск цены с высоким сопротивлением. Главный идентификатор – агрессивное снятие ликвидности на пути движения. В отличие от Low Resistant ликвидности, здесь нет fail свингов. Цена постоянно переписывает экстремумы, то есть через стоп-ханты, перед тем, как развернуться. Вот как это выглядит. Цена снимает ликвидность, формирует свинг-хай, затем разворачивается. После разворота и сбора ликвидности цена оставляет за собой зоны интереса. Как правило, это ордер-блоки либо имбалансы. Структура Low Resistant ликвидности с низким сопротивлением. Вот сначала формируется максимум, затем еще один максимум, который не может снять ликвидность с предыдущего максимума. Не обновляется хай. И формируется чистое движение вниз. Определение Low Resistant ликвидности – это запуск цены с низким сопротивлением. Главный идентификатор – наличие fail свингов, неудачных свингов или отсутствие снятия ликвидности на пути движения. Fail свинг – это формирование максимума и последующего более низкого максимума, который не может переписать предыдущий экстремум. Как это выглядит у нас на графике? Вот, формируется сначала максимум, за ним еще один максимум, который не обновляет этот хай. После него еще один хай, который не обновляет. И таким образом у нас вот формируется трендовая ликвидность. В зонах низкого сопротивления формируются clean highs, чистые хаи, которые имеют equal highs, равные хаи. Здесь находится большой пул ликвидности. Розничные трейдеры, ритейлы размещают свои стопы за чистыми максимумами. А умные деньги, smart money, будут стремиться снять эти стопы, обеспечивая быстрое движение цены к этой цели. Равные максимумы, равные минимумы, трендовые линии, они являются магнитами для smart money, потому что там они тронуты из скопления стоп-ордеров. И цена будет всегда стремиться к этим магнитам. Когда цена попадает в зону низкого сопротивления, она пробивает ее импульсно, без откатов, как по маслу. Каждый сорванный стоп добавляет алгоритм ускорения. Получается своего рода эффект домино. Итак, тут структурный пример, как выглядит Low Resistant ликвидность и High Resistant ликвидность у нас на графиках. Вот как у нас выглядит Low Resistant ликвидность. Цена формирует полку ликвидности с fail свингами. Здесь мы видим то, что ни один свинг low не был обновлен, не зачищен. А тут мы видим то, что вот сначала цена формирует свинг low, затем зачищает ее, делает импульс, снова
формирование swing low, затем цена опускается, зачищает эту зону и дальше двигается. Здесь через стоп-хант, это через вот зачистка через стоп-хант, а тут через fail свинги. Как трейдер вы должны искать условия low resistance ликвидности, потому что цена достигает вашей цели значительно быстрее именно через такие зоны. Если вы находитесь в сделке дольше ожидаемого, вероятнее всего вы попали в условия high resistant ликвидности, то есть зону влияния high resistant ликвидности. Торгуйте в условиях наименьшего сопротивления. Итак, давайте теперь подытожим. Мы поняли, что у ликвидности есть всего два состояния. Первое – это зона высокого сопротивления, и второе состояние – это зона низкого сопротивления. Зона высокого сопротивления – это зоны, где алгоритм уже зачистил ликвидность, а зоны низкого сопротивления – это зоны, где алгоритм, наоборот, сформировал ликвидность. А теперь внимание, вот сейчас будет ключ ко всему видео. Алгоритм умеет превращать зону с сильным сопротивлением в зону низкого сопротивления, через которую цена пролетает насквозь. И эта трансформация называется Deferred Delivery – отложенная доставка. Отложенная доставка – это механика, при которой алгоритм временно приостанавливает движение цены к намеченной цели и разворачивает ее в обратную сторону для сбора ликвидности. И только после этого возобновляет доставку цены по направлению к изначальной цели. Цель не отменяется, она откладывается. Давайте разберем это на нашей неудачной сделке. Как это понять на графике? Все просто. Цена шла к нашей цели. Вот. Она двигалась по направлению к основной цели. Здесь наша основная цель. Она должна была сюда прийти. И алгоритм это знает. Но сейчас, вот здесь, в этом моменте, доставка цены ставится на паузу. Алгоритм откладывает ее. Отсюда и название. Затем он разворачивает цену в обратную сторону, чтобы собрать стопы, ликвидность. После того, как он зачищает ликвидность, он снова разворачивает цену, и цена уже идет туда, куда она должна была прийти с самого начала. Здесь цель не отменялась, она просто откладывалась, ставилась на паузу. Еще раз вспомним, что такое отложенная доставка. Это механика ценового движения, при котором алгоритм временно приостанавливает движение к основной цели и разворачивает ее обратно в противоположную сторону для сбора ликвидности. И только после того, как алгоритм зачистит ликвидность, он разворачивается и начинает движение в сторону основной цели. Основная цель не отменяется. Движение в сторону основной цели просто откладывается, ставится на паузу, чтобы собрать необходимую ликвидность. Вот это движение, вот оно, это движение, оно лишь приостанавливается, вот эта цель, куда алгоритм двигает цену. Эта цель, она не отменяется, просто она ставится на паузу, откладывается, потому что здесь, на данном этапе, не хватает достаточной ликвидности, и поэтому алгоритм разворачивает цену, чтобы набрать достаточную ликвидность для продолжения движения в сторону основной ликвидности. Итак, что такое отложенная доставка? Это ценовой маневр, при котором рынок намеренно отклоняется от своего прямого пути к основной цели. Почему? Причина – это сбор стоп-ордеров в противоположном направлении, подготовка почвы для мощного будущего импульса и, в конце концов, захват основной ликвидности. Вместо прямой атаки алгоритм берет паузу и собирает новые силы, зачищая стопы. Стопы – это и есть топливо для движения цены. Цель – ближайшие краткосрочные минимумы либо максимумы, где уже расставлены стоп-ордера. И тут возникают вполне уместные вопросы. Почему развернулась цена именно в этот момент? И можно ли заранее предугадать моменты паузы и разворота, чтобы не попадать в эти ловушки? И я вам отвечу, что да, это возможно. И сейчас мы как раз будем разбирать все эти моменты, все эти нюансы и секреты. Как именно это работает? Представьте, цена подходит к уровню высокого сопротивления. Пробить его в лоб нельзя. Не хватает топлива. Ликвидности в этом направлении почти не осталось. Что делает алгоритм? Он не бьется головой об стену, он разворачивается и уходит в противоположную сторону. Зачем? За ликвидностью, за топливом. Это ближайшие краткосрочные минимумы либо максимумы, туда, где трейдеры уже расставили свои стопы. Пробить уровень высокого сопротивления в лоб невозможно, потому что для алгоритма невыгодно двигать цену через эту зону. Там нет ликвидности. И поэтому алгоритм ставит на паузу ценовую доставку. Это и есть
Deferred Delivery – отложенная доставка в действии, когда алгоритм ставит на паузу основное движение и как бы говорит: я вернусь, но сначала мне необходимо заправиться. И вот что происходит дальше, и это красиво. Пока цена совершает этот маневр, она создает новую ликвидность. Трейдеры видят откат, думают, это разворот. Входят в позиции, ставят стопы и формируются новые равные максимумы либо минимумы. Формируется новая ликвидность. И теперь над тем самым уровнем, который был зоной высокого сопротивления, появляются свежие скопления стоп-ордеров. Бывшая непреодолимая стена теперь легкая мишень. Зона высокого сопротивления теперь превращается в зону низкого сопротивления. И тут самое интересное. Вся магия происходит на переходе из одного состояния в другое. Зона, которая была стеной, становится открытой дорогой. И если вы понимаете, когда и почему это происходит, вы перестаете быть топливом и начинаете торговать на стороне алгоритма. Те, кто понимают этот механизм, зарабатывают на нем, а те, кто не понимают, теряют деньги. Давайте разберем всю эту теорию теперь на практике. Вот структурный образец. И здесь мы сейчас будем определять все поэтапно. Итак, вот тут у нас сначала была аккумуляция. Затем алгоритм снимает ликвидность с sell-сайда и начинается расширение. И вот этот участок графика, это является зоной высокого сопротивления. High Resistant Liquidity Zone. Потому что здесь алгоритм зачистил ликвидность и ушел в расширение. А тут вот зона низкого сопротивления, потому что здесь ликвидность не была зачищена. Эту зону цена обычно пробивает импульсно, потому что здесь нет никакого сопротивления. Здесь собраны только стоп-ордера. Итак, мы определили, как это будет выглядеть структурно, да? Значит, если ликвидность уже была снята, там будет зона высокого сопротивления. Если ликвидность просто фармилась без снятия, то это зона низкого сопротивления. Необходимо, чтобы были фейл-свинги. Окей, определили, да, это? Теперь еще раз представим. Цена подходит к уровню высокого сопротивления. Вот этот диапазон. Пробить в лоб эту зону не получится, потому что здесь ликвидность уже зачищена, и тут мало ликвидности. Поэтому алгоритм не бьется головой об стену, он разворачивает цену и уходит в противоположную сторону. Зачем? За ликвидностью, за топливом, за ближайшими краткосрочными минимумами либо максимумами. И пока цена совершает этот маневр, создает новую ликвидность на пути к этому. Вот тут создаются новые свинги, куда трейдеры ставят свои стопы. После того, как цена отталкивается с этого диапазона, неосведомленные трейдеры будут думать, что это движение, разворот, тренд сменил свое направление. На самом деле это откатное движение, но люди, которые не понимают алгоритм, они будут считать откатное движение за разворот и будут входить в позицию в лонговом направлении. И куда они будут ставить свои стопы? За свинг-лоу. Таким вот образом, пока цена будет идти за стопами тех, кто вошел в шортовом направлении, здесь будут появляться новые стоп-ордера тех, кто запрыгнул в лонги. И тем самым зона высокого сопротивления будет трансформироваться в зону низкого сопротивления за счет того, что вот тут будут появляться новые swing low, и они будут формировать относительно равные минимумы. И теперь над тем самым уровнем высокого сопротивления появляются новые свежие стоп-ордера. И это непреодолимая стена, теперь легкая мишень. Зона высокого сопротивления теперь за счет новых стоп-ордеров превратилась в зону низкого сопротивления. И путь свободен. Тогда и начинается финальное расширение. Цена получает ускорение, потому что здесь уже сформирована low resistance ликвидность. Видите? Фейл-свинги. Здесь тоже сформированы теперь новые фейл-свинги. И как я говорил, когда цена попадает в зону низкого сопротивления, она двигается импульсно. Цена получает ускорение и мощным импульсом пробивает этот уровень, который недавно казался непробиваемым. На уровнях low resistance ликвидности каждый стоп это как мина на поле сражения. Один сработал, толкнул цену дальше. Второй сработал, еще дальше. Активация стоп-ордеров создает эффект домино, который заставляет цену лететь быстрее и быстрее. Это образец лонгового направления. Вот тут сформирована low resistance ликвидность, а этот диапазон уже был зачищен, поэтому тут этот swing high формирует зону высокого сопротивления. И когда цена приходит к этой зоне, она не сможет ее пробить, потому что не будет хватать ликвидности. А если не хватает ликвидности, алгоритм ставит на паузу доставку цены и стремится заправиться свежими стоп-ордерами. И поэтому
алгоритм разворачивает цену в обратную сторону для захвата ликвидности. И при этом движении алгоритм создает новые свинги, куда будут ставить свои стоп-ордера неосведомленные трейдеры. Те, которые будут думать, что здесь начался разворот, и это уже шортовый тренд. Будут заходить в шортовые позиции и будут ставить свои стопы вот тут. Тем самым здесь будет уже сформирована low resistant ликвидность. И стена, непробиваемая стена, теперь превращается в проходной двор, можно сказать. Потому что зона low resistant ликвидности цена пробивает импульсно. Для того, чтобы понять механизм данного протокола, нам необходимо знать 3 принципа. Где обычно алгоритм запускает протокол отложенной доставки, какие условия должны быть сформированы для запуска и как можно узнать о моменте запуска отложенной доставки. Знание этих принципов отложенной доставки превращает вас из обычного игрока в грамотного аналитика. Итак, где алгоритм запускает механизм отложенной доставки? Отложенная доставка не запускается случайно. Первым обязательным условием является достижение ценой критической зоны высокого сопротивления. Требуется физическое касание ценой значимого институционального пула ордеров, ордер-блок или же rejection-блок. Алгоритм должен прощупать плотность ликвидности, чтобы математически подтвердить наличие непробиваемого барьера. Только после получения данных о высокой плотности сопротивления от ордер-блока либо rejection-блока система переходит к оценке собственных ресурсов. Итак, отложенная доставка запускается, когда цена достигла зоны высокого сопротивления и коснулась либо ордер-блока, либо rejection-блока. Сейчас предлагаю еще раз вспомнить, что такое зона высокого сопротивления и что такое зона низкого сопротивления. Зона высокого сопротивления – это уровень, где цена уже побывала, собрала стопы, развернулась и сформировала ордер-блок, либо rejection-блок. Зона низкого сопротивления – это место скопления стоп-ордеров. Это равные максимумы, либо минимумы, или трендовые линии. Структурный образец. Здесь зона высокого сопротивления, где алгоритм зачищает всю ликвидность за собой. А тут, наоборот, алгоритм формирует ликвидность, оставляя ее нетронутой. Теперь предлагаю перейти к графику и там уже разбираться со всем этим. Тут мы видим, что цена начала двигаться в сторону нашей основной ликвидности, к основному таргету. Но не доходя до нее, она разворачивается. Значит, здесь цена достигла зоны высокого сопротивления. Если мы перейдем на более старший таймфрейм, то мы увидим то, что цена коснулась вот этого ордер-блока и развернулась именно от этого ордер-блока. А теперь посмотрим, где находится этот ордер-блок. Здесь мы видим то, что алгоритм полностью зачистил ликвидность sell-сайда. Значит, эта область у нас является зоной высокого сопротивления. И ордер-блок, либо rejection-блок, который будет находиться внутри этой зоны, будет являться ключевым уровнем. Итак, цена подходит к уровню высокого сопротивления. Пробить его в лоб нельзя. Не хватает топлива. Ликвидности в этом направлении почти не осталось, потому что все здесь уже зачищено. И что делает алгоритм? Он не бьется головой об стену. Он разворачивается и уходит в противоположную сторону. Зачем? За ликвидностью, за топливом. Топливо – это ближайшие краткосрочные минимумы или максимумы, в зависимости от направления. Туда, где трейдеры уже расставили свои стопы. Алгоритмы лишены эмоций. При отсутствии объемов происходит мгновенная смена вектора в противоположную сторону. И начинается поиск ближайших краткосрочных минимумов либо максимумов, где трейдеры прячут свои стопы. И вместо прямой атаки алгоритм берет паузу и разворачивается. И вот тут у нас формируется ответ на один из главных вопросов. Как можно узнать о моменте запуска протокола отложенной доставки? И ответом будет rejection свечи. Техническим сигналом служат свечи, сформированные в зоне высокого сопротивления. Если после касания зоны высокого сопротивления мы видим rejection свечу с длинной тенью и последующий откат, это подтверждение того, что алгоритм начал цикл трансформации. Ключевым визуальным подтверждением служит формирование специфической rejection свечи непосредственно в зоне высокого сопротивления. И обязательным атрибутом такой свечи является наличие экстремально длинной тени, указывающей на агрессивные отклонения. Последующий за свечой откат подтверждает, что алгоритм запустил цикл структурной трансформации. И этот паттерн свидетельствует о подготовке рынка к повторному тестированию зоны, но уже с накопленным объемом силы. Rejection свеча должна формироваться внутри зоны высокого сопротивления. Это обязательное условие. Цена подходит к зоне высокого сопротивления, происходит отказ, формируется rejection свеча от ключевого ордер-блока. Вот диапазон ордер-блока
И вот эта rejection свеча. Формируется rejection свеча от ключевого ордер блока, и цена откатывает вниз или вверх в зависимости от направления. В нашем случае она делает откат вверх. Цена разворачивается в обратную сторону для сбора ликвидности. И пока цена совершает этот маневр, она создает новую ликвидность. Трейдеры видят откат, думают, это разворот, ходят в позиции, ставят стопы, формируются свежие равные максимумы или минимумы. Здесь цена достигает краткосрочных максимумов, зачищает всю ликвидность, свежие скопления стоп-ордеров. И теперь над тем самым уровнем, который был зоной высокого сопротивления, появляются свежие скопления стоп-ордеров. Бывшая зона сопротивления теперь легкая мишень. Цена двигается в сторону основного таргета и заходит в зону высокого сопротивления. Здесь цена касается ордер-блока, который находится в зоне высокого сопротивления и получает реакцию. Вот тут формируется у нас rejection свеча. Что такое rejection? Rejection – это отклонение, то есть здесь цену отклоняют, не дают ей пройти. Почему? Мы это уже знаем, потому что здесь недостаточно ликвидности, и алгоритму невыгодно гонять цену через этот уровень. И вот тут начинается процесс отложенной доставки. Вот именно тут алгоритм ставит на паузу свое основное движение по направлению к основному таргету, и после формирования этой rejection свечи и начинается сам процесс отложенной доставки. Цена начинает здесь разворачиваться в противоположную сторону, и пока цена совершает этот маневр, она создает здесь новую ликвидность. Каким образом? Смотрите, это часовой таймфрейм. Вот тут уже большинство видит поглощение цист уровня. Вот цена закрылась телом над этим уровнем и пошла дальше. Затем второй уровень сопротивления, вот этот имбаланс, Fair Value Gap, тоже был поглощен. Что делают те, которые не понимают этот протокол? Они здесь видят разворот тренда. Они понимают, что цена пришла, достигла ключевого уровня, сняла ликвидность, и здесь уже происходит разворот. И неосведомленные, неопытные трейдеры начинают входить в позицию в лонговом направлении. И куда они будут ставить свои стопы? Те, кто будут заходить именно вот здесь, они будут расставлять свои стопы вот сюда, большинство. Некоторые сюда, некоторые даже чуть ниже. Но суть в том, что здесь будет формироваться новая ликвидность. А целью вот этого разворота являются стопы, которые были размещены выше стопы тех трейдеров, которые вошли в шортовую позицию. Все, кто зашел здесь в шортовую позицию, они размещают свои стопы обычно либо над этим свингом, либо над этим свингом. Тем самым это движение, которое начинает формироваться, она будет охотиться за стопами, которые размещены вот тут. И теперь над тем самым уровнем, который был зоной высокого сопротивления, появляются свежие накопления стоп-ордеров. И бывшая непреодолимая стена теперь легкая мишень. Почему, вы скажете? Смотрите еще раз. Вот на этом этапе, просто если посмотреть, на этом этапе мы видим то, что вот тут зона высокого сопротивления. Да? Вот эта зона. Алгоритм зачистил sell-side, сформировал вот этот свинг-лоу, и все, и больше нету никаких свингов. И теперь благодаря протоколу отложенной доставки у нас формируется новый свинг-лоу, который находится близко друг к другу, то есть относительно равные лои. Вот здесь, здесь, тут и тут. И это все уже превращается в low-resistant ликвидность. Вся магия происходит на переходе из одного состояния в другое. И теперь над зоной высокого сопротивления появляются новые пулы ликвидности. Вот тут, и зона высокого сопротивления превращается в зону низкого сопротивления за счет вот этих новых формирований пулов ликвидности. Зона сопротивления была непреодолимой стеной, было сильное сопротивление, объем топлива в этой зоне практически отсутствует. И что происходит, когда цена достигает этой зоны? Происходит отказ, rejection, и формируется rejection свеча. Но благодаря новым формированиям пулов ликвидности у нас зона высокого сопротивления превращается в зону низкого сопротивления. А когда цена входит в зону низкого сопротивления, то все, что находится внутри и за ней, становится легкой мишенью. И внутри зоны низкого сопротивления цена ускоряется и двигается мощным импульсом. На уровнях зоны низкого сопротивления каждый стоп – это как мина на поле сражения. Один сработал, толкнул цену дальше, второй сработал еще дальше. Активация стоп-ордеров создает эффект домино. И за счет этого происходит импульсный пробой, агрессивное движение. Плюс, благодаря этому маневру отложенной доставки, цена сначала заправляется новой ликвидностью, свежей, и уже с полными баками ликвидности цена осуществляет повторный подход к изначальной зоне высокого сопротивления.
Сопротивление, которое ранее казалось монолитным, размягчено и не способно сдержать аккумулированный объем. Происходит полное перерождение. Зона высокого сопротивления окончательно и бесповоротно превращается в зону низкого сопротивления. Пробитие уровня происходит легко и мощно, подтверждая, что каждый этап отката был частью математического плана. Как это выглядит на графике? Если мы посмотрим вот в эту часть графика, мы увидим здесь low resistant ликвидность, то есть зону низкого сопротивления. Почему? Потому что тут цена двигалась, формируя ликвидность. Ни один swing high не был зачищен. Это и есть зона низкого сопротивления. Как мы теперь знаем, когда цена заходит в зону низкого сопротивления, она двигается внутри этой зоны импульсно и агрессивно. Вот это и есть. Вот это агрессивное импульсное движение. За счет 2-3 движений цена сразу зачищает всю ликвидность здесь. То же самое мы можем увидеть и в этой стороне. Вот тут также зона низкого сопротивления. И как цена здесь двигается, как только цена заходит в зону низкого сопротивления, начинается импульсное пробитие. И вот наша бывшая зона сопротивления за счет вот этих новых сформированных swing low превращается в зону низкого сопротивления. И когда цена входит в эту зону, вот она начинает двигаться агрессивно, импульсно и быстро. Как трейдер вы должны искать условия low resistance ликвидности. Цена достигает вашей цели значительно быстрее именно внутри таких зон. Если вы находитесь в сделке дольше ожидаемого, вероятнее всего вы попали в условия высокого сопротивления. Глубокое понимание рынка начинается с одного. Видеть, где ликвидность оказывает сопротивление, а где становится топливом. Торгуйте в условиях наименьшего сопротивления. Ценность протокола отложенной доставки в том, что она за счет манипуляций формирует ликвидность и забирает ликвидность. На одном этом маневре алгоритм зарабатывает огромные деньги, потому что он зачищает здесь большую ликвидность. Смотрите, вся магия отложенной доставки именно здесь. Сначала цена двигает цену в шортовом направлении, и в это движение запрыгивают неосведомленные трейдеры, которые думают, что ага, вот цена начала двигаться в шортовом направлении, и цель находится, вот самая близкая цель, это вот эти лои. И что происходит? Цена достигает зоны высокого сопротивления, и здесь цену отклоняют. И вот тут запускается механизм отложенной доставки. Здесь уже алгоритм начинает охоту за стопами трейдеров, которые здесь зашли в шортовом направлении. Все, кто здесь заходил в шорты, ставят стопы вот сюда, либо сюда. И тут алгоритм начинает охоту именно за этими стопами. Большинство трейдеров, когда видят вот это движение, они думают, цена пошла вторично делать тест этого имбаланса. Но на самом деле это не так. Алгоритму уже не важен этот имбаланс, этот fair value gap. Алгоритм нацелен именно на ликвидность, на вот эти хаи, потому что именно здесь находится стоп-ордера. Как только алгоритм забирает ликвидность с этого хая, он сразу разворачивается. И это подтверждает то, что целью вот этого всего движения была ликвидность, который находится вот здесь. И после этого здесь уже алгоритм пополнил свои баки ликвидностью, топливом, и уже с гораздо более большим объемом начинает движение в сторону основной цели. На пути к этому она делает еще одно ложное движение, маневр, опять снова заправляется топливом и уже с большой силой просто пробивает эту стену, не замечая ее. В этом и заключается вся магия отложенной доставки. То есть на одном маневре маркетмейкер ловит стопы и продавцов, и покупателей. Цикл трансформации. Еще раз пробежимся, как это все формируется. Сначала цена достигает зоны высокого сопротивления, затем получает отказ, формируется rejection свеча от ордер блока. После этого формируется новая ликвидность, когда цена делает откатное движение. Алгоритм достигает ликвидности, поглощает ликвидность, заправляется топливом, делает разворот и повторно начинает движение в сторону основной цели, но уже с гораздо большим объемом ликвидности. Как только цена касается ордер-блока в зоне высокого сопротивления, нам нужно немедленно переключить свое внимание на ближайшие противоположные стопы. Это и есть истинная цель отложенного маневра. Алгоритм не останавливается, он пошел за топливом, просто сделал паузу. Вот. Как только алгоритм коснулся зоны высокого сопротивления и получил реакцию от ордер-блока, нам нужно переключить свое внимание в противоположную сторону, потому что именно за этой ликвидностью начнется охота. Ведение толпы. Розничный трейдер, неосведомленный трейдер, видит непреодолимую стену, отбой от уровня и подтверждение разворота. Да? А те, кто понимает алгоритм, они видят процесс перераспределения, где отбой, откат – это лишь инструмент для создания новой ликвидности, для призыва новых жертв. Понимание этой механики – это фундамент работы с крупным капиталом. Вот тут все происходит. Для неосведомленных трейдеров вот этот разворот, он будет казаться разворотом тренда. А для тех, кто понимает алгоритм, это лишь откатное движение, которое нацелено на ликвидность. Знание этой механики кардинально
меняет статус трейдера от неосведомленного к трейдеру, который понимает механизм алгоритма. Понимание механики трансформации – это лишь фундамент. Но настоящее мастерство в другом, в умении отследить процесс в реальном времени, пока он еще не завершился или вообще еще не начался. Как увидеть на графике до того, как это все произошло. Как распознать этот маневр в реальном времени. Дальше будем раскрывать более детальнее эти секреты данного протокола. Как распознать механизм отложенной доставки в начальной стадии его формирования? Ключ к пониманию лежит в анализе маркетмейкер моделей. Фокус нашего аналитического внимания должен смещаться исключительно на левую сторону кривой маркетмейкер модели. Главная цель нашего анализа – выявление зон, где ликвидность уже была успешно зачищена крупным капиталом. Трейдер должен определить точки, где рынок завершил свою локальную манипуляцию и сформировал зону высокого сопротивления. Левая сторона кривой показывает нам историю, что алгоритм уже сделал. Мы смотрим на левую сторону кривой, чтобы определить, где ликвидность уже была собрана. Как это выглядит на графике. Вот у нас структура MXM модели, и тут мы должны обращать внимание свое на левую часть кривой всегда. Будь это market maker sell model или buy model, не имеет значения. Мы всегда должны смотреть в левую сторону. И здесь мы должны отметить, где алгоритм уже совершил манипуляцию и зачистил ликвидность. Вот, мы должны отметить именно эти области. В MXM модели мы знаем то, что бывает аккумуляция, затем реаккумуляция. И зачистка этих зон является ключевым фактором прогнозирования отложенной доставки. Глубокое понимание механизма отложенной доставки защищает трейдера от входа в рынок во время ложных пробоев. А успешная торговля на основе этой концепции требует точной идентификации самой начальной фазы механизма отложенной доставки. Для трейдера критически важно определить начальную фазу, но чтобы торговать это, нужен конкретный технический сигнал на графике, который должен быть сформирован внутри зоны высокого сопротивления. И этим техническим сигналом является rejection свеча. Если после касания зоны высокого сопротивления мы видим rejection свечу с длинной тенью и последующий откат, это первый признак того, что запущен механизм отложенной доставки. Что должно произойти? Первое. Касание. Должен быть контакт цены с зоной высокого сопротивления. Это является первичным диагностическим триггером для анализа. Второе. Отказ. После касания этой зоны обязательно должен следовать четкий визуальный отказ. Rejection. Формирование rejection свечи. А после формирования этой свечи мы должны увидеть откатное движение. То есть цена должна совершить откатное движение, инициируя процесс агрессивного сбора локальной ликвидности. Эта жесткая трехэтапная последовательность служит первым достоверным признаком активации алгоритма. И это подтверждение того, что алгоритм начал цикл трансформации и готовится к повторному подходу с большой силой. Откат после rejection свечи не означает слабость тренда, это стратегическое отступление алгоритма. Алгоритм осознанно задерживает движение к конечной цели, подготавливая почву для более мощного и чистого пробоя. И в этот момент запускается цикл трансформации. Рынок переходит из режима доставки в режим накопления энергии. Понимание этого цикла спасает трейдера от преждевременных входов и ложных ожиданий немедленного продолжения тренда. Так, давайте разберем теперь два сценария. Что мы должны увидеть на нашем графике, чтобы распознать механизм отложенной доставки. Бычий сценарий. Формирование потолка. В условиях бычьего тренда при достижении цены зоны высокого сопротивления мы отмечаем самые высокие up-close candles. Эти свечи становятся потолком, об который цена сначала ударяется и потом отталкивается. Как это будет выглядеть структурно на графике? Вот у нас Market Maker Buy Model. И здесь мы сразу смотрим в левую часть Market Maker модели и отмечаем в этой стороне зоны, где уже была снята ликвидность. Вот эти зоны. И эти зоны будут у нас зонами высокого сопротивления. И внутри этих зон мы должны отметить up-close candles, то есть бычьи свечи, самую высокую бычью свечу. И эти свечи становятся искусственным потолком для остановки импульса. Цена будет тестировать этот потолок, и именно от этого потолка цена получает жесткий отбой, инициируя фазу манипулятивного движения с целью зачистки ликвидности. Когда цена касается этой бычьей свечи, начинается манипуляция вниз за стопами. Рынок задерживает доставку к основной цели, чтобы набрать достаточный объем ликвидности, пополнить бак топливом, которым являются стопы за ближайшими краткосрочными минимумами. Отталкиваясь от потолка, алгоритм начинает целенаправленное движение вниз, создавая видимость разворота тренда. Истинная цель этого движения – это стоп-лоссы покупателей, спрятанные за ближайшими краткосрочными минимумами. Правило входа в этом сценарии. Дисциплина трейдера требует полного игнорирования рынка до момента завершения сбора ликвидности под минимумом. Вход в позицию до совершения манипулятивного маневра гарантированно делает вашу ликвидность частью топлива.
Подтверждением окончания маневра служит резкий разворот цены после снятия минимумов. Только после сбора топлива предыдущая зона высокого сопротивления теряет свою силу и превращается в зону низкого сопротивления. Поэтому ожидайте, что алгоритм отложит рост и сначала уйдет ниже ближайших минимумов в манипуляционный маневр для сбора ликвидности. И входите только после этого маневра, когда цель сверху станет зоной низкого сопротивления. Вот, допустим, цена дошла до зоны высокого сопротивления, коснется этой бычьей свечи и ждем отклонения от этой свечи. Это отклонение будет признаком начала манипулятивного маневра для того, чтобы собрать ликвидность под минимумы. Краткосрочные минимумы будут уже целью алгоритма. Как только алгоритм заберет ликвидность, маневр манипулятивный будет завершен. И после него мы можем входить в сделку. Только после окончания. До этого, если будете входить, вы будете рисковать стать частью топлива, за которым и будет охотиться алгоритм. Медвежий сценарий. Итак, медвежий сценарий. Сигналом тут служат самые низкие down close candles. От них рынок совершает манипуляцию вверх за buy-стопами, прежде чем продолжить истинное движение. Итак, в медвежьем контексте мы также смотрим в левую сторону MXM модели и здесь отмечаем зоны, где была снята ликвидность. То есть отмечаем зоны высокого сопротивления. И внутри этой зоны мы должны выбрать медвежьи свечи, которые сформировали минимум. Эти свечи формируют своего рода искусственный пол, который временно удерживает цену от дальнейшего падения. Маркером тут служат самые низкие down close candles. От них рынок совершает манипуляцию вверх за стопами, прежде чем продолжить истинное падение. Правило входа для шорт-позиций. Ваша задача переждать искусственный рост цены выше краткосрочных максимумов. Этот восходящий рывок является ложным пробоем, цель которого исключительно ликвидация ранних шортистов. Истинное сильное падение начнется только тогда, когда сверху алгоритм полностью зачистит ликвидность. И безопасная точка входа формируется в момент, когда манипулятивное отклонение завершается возвратом под уровень. Действие: ожидайте манипуляционный рывок выше краткосрочного максимума за ликвидностью. Только после этого отклонения рынок будет готов к истинному падению. Когда цена получает реакцию от пола и начинается манипуляционное движение за стопами в buy side, мы должны дождаться снятия ликвидности с краткосрочных максимумов. Как только цена снимет ликвидность с buy side, манипуляционная операция завершится и начнется истинное движение. Тут после уже снятия ликвидности с buy side краткосрочных максимумов можно входить в позицию. Этот восходящий рывок является ложным пробоем, цель которого зачистить buy-side ликвидность. Истинное сильное падение начнется только тогда, когда алгоритм зачистит полностью buy-side ликвидность. И момент для удачного входа будет только после этого маневра. Как только цена коснется ордер блока или rejection блока в зоне высокого сопротивления, немедленно переключите внимание на ближайшие противоположные стопы. Это и есть цель отложенного маневра. 3 правила протокола исполнения. Правило номер 1. Ждите отказа. Без четко сформированной rejection свечи в зоне высокого сопротивления весь макет недействителен. Правило номер 2. Игнорируйте первый пробой. Не поддавайтесь FOMO, синдрому упущенной выгоды. Всегда ожидайте, что алгоритм отложит прямое движение ради сбора стопов. И правило номер 3. Вход на очищенной ликвидности. Открывайте позиции исключительно в тот момент, когда противоположные стопы сняты. Дождитесь, пока изначальная цель алгоритма трансформируется в зону низкого сопротивления. Только тогда путь для цены полностью открыт. Ваша точка входа там, где другие получают стоп-лосс. Если цена достигла зоны высокого сопротивления, а основные цели находятся за ней, не ищите вход немедленно. Ждите отклонения. Это золотое правило отложенной доставки. Понимание этой цепи позволяет читать график не как хаотичный набор цен, а как строгий план. Вы больше не угадываете будущее, вы ждете активации алгоритма. Первое – это анализ левой стороны кривой. Второе – формирование барьера в виде зоны высокого сопротивления. Третье – касание и отказ, формирование rejection свечи. Четвертое – сбор топлива, отложенная манипуляция за стопами. Пятое – истинная доставка, пробой ослабленной зоны. Ловушка FEG, либо ловушка имбалансов. Трейдеры, торгующие от имбаланса, часто становятся жертвами отложенной доставки. Как это происходит? Они видят, как цена тестирует уровень FEG, имбаланса, и на этом уровне формируется слом структуры, который является подтверждением для входа в позицию. И большинство трейдеров открывают сделку, не понимая, что алгоритм сейчас находится в фазе отложенной доставки и получает стоп. Как это выглядит на графике? Давайте разберем этот момент. Вот тут цена двигается в сторону основной ликвидности, и мы видим то, что цена двигается по order flow. Разберем именно вот этот фрагмент ценового движения. Здесь мы отмечаем наш dealing range, вот этот high, этот low,
делим его, этот раньше, на премиум и дискаунт и отмечаем в премиуме имбаланс. И мы видим, как только цена достигает в премиуме диапазона 15-минутного имбаланса, она получает здесь реакцию. Посмотрим, как это все выглядит на младшем таймфрейме. Мы здесь увидим классический слом структуры. Все прям по методичке, все прям по шаблону. Вот тут у нас слом структуры, цист, и вот вам displacement, при котором формируется имбаланс, цена тестирует ее, и дальше даже есть подтверждение слома структуры, есть confirm. Все указывает здесь на шортовое направление цены, да, не так ли? Все по методичке. Цена сделала разворот, пришла в премиум, протестировала диапазон 15-минутного имбаланса, тут формируется слом структуры, вместе с дисплейсментом, с FEG, все критерии сформированы. И ты тут входишь в позицию, да, ставишь стоп, допустим, вот за этот high, где максимально уже застраховано, take profit ставишь за этот low, потому что у тебя шортовый тренд, и что происходит потом? Смотрим, наблюдаем. Цена разворачивается и выбивает твой стоп. И куда она двигается? Она идет вот сюда, потому что цена находится в фазе отложенной доставки. Реакция цены на имбалансы часто бывает подлинной. Уважение имбаланса не гарантирует глобального разворота тренда. Эта зона выступает лишь как пауза в более масштабном цикле доставки. За время этой паузы накапливается масса стоп-ордеров ритейл-трейдеров. После накопления алгоритм хладнокровно пробивает уровень имбаланса для захвата ликвидности, которая находится за имбалансом. Пока цена будет формировать вот это все движение, соблюдая все критерии, здесь будут накапливаться стоп-ордера. И вот это движение является просто паузой, временным отклонением в глобальной доставке цены к вот этой ликвидности. Внутри механизма отложенной доставки происходит временная пауза. И за это время алгоритм генерирует новую ликвидность и затем хладнокровно зачищает всю эту ликвидность. Поэтому если за этим имбалансом есть нетронутая ликвидность, то этот имбаланс будет служить просто в качестве временной остановки для алгоритма. Даже если имбаланс уважается, в этот момент он всего лишь временная остановка, передышка перед тем, как цена пробьет его и заберет ваш стоп. Игнорирование имбаланса свидетельствует о фазе активной охоты за стопами. Если вы видите бычий имбаланс, но цена только что коснулась зоны сильного сопротивления на левой стороне кривой, алгоритм, скорее всего, пройдет сквозь этот имбаланс, чтобы забрать стопы. Вот, если мы видим здесь медвежий имбаланс, но цена коснулась зоны высокого сопротивления и идет тестировать этот имбаланс, можете быть уверены, цена пробьет этот уровень. Даже если будет временная реакция, это будет всего лишь пауза в процессе отложенной доставки. Алгоритм просто пробьет этот уровень и дальше будет двигаться в сторону своей основной цели. Поэтому если даже вы сделали правильный анализ, все по учебнику, но при этом, если цена находится в фазе отложенной доставки, то ваш правильный анализ не сработает. Почему? Потому что алгоритм еще не завершил цикл подготовки ликвидности. Даже если имбаланс уважается, в этот момент он всего лишь временная остановка, передышка перед тем, как цена пробьет его и заберет ваш стоп. Это не значит, что имбаланс не работает. Это значит, что приоритетной задачей для алгоритма в данный момент является сбор ликвидности через отложенную доставку. Советы по работе с отложенной доставкой. Обращайте внимание на время. Этот механизм чаще всего проявляется в начале нью-йоркской утренней сессии, Нью-Йорк AM Kill Zone. Если вы в этот момент видите SMT-дивергенцию на ключевом уровне, вероятность отложенной доставки максимальная. Это ваш сетап, не упускайте его. И самая высокая вероятность отработки отложенной доставки возникает тогда, когда сама зона высокого сопротивления сформирована через SMT-дивергенцию. Совпадение этих трех элементов дает максимальную вероятность отложенной доставки. Это сетап, который отделяет обычного трейдера от того, кто реально понимает структуру рынка. Рынок – это не прямая линия из точки А в точку Б. Это постоянный цикл создания и поглощения ликвидности. И отложенная доставка – ключевой элемент этого цикла. Алгоритм не ошибается. Он подготавливает почву, превращая сильное сопротивление в легкую прогулку за счет стопов тех, кто торопится. И в этом главная ценность того, что вы сегодня узнали. Разобравшись в механике отложенной доставки, вы перестанете терять деньги на правильных сделках и поймете, как на самом деле движется рынок. Знание принципов отложенной доставки превращает вас из обычного игрока, об которого крупные участники закрывают свои сделки, в грамотного аналитика, понимающего алгоритм биржи. Тот стоп, по которому вас выбило на прошлой неделе, теперь вы понимаете, что это было. Это была не ошибка. Это была заправочная станция алгоритма. Чтобы рынок ушел в вашу сторону, ему сначала нужно создать причины для этого движения. Не позволяйте своим стопам стать частью этой причины. Если вы хотите закрепить все, что мы сегодня разобрали, вся детальная информация по теме отложенной доставки собрана в PDF-документе. Напишите слово «отложенная доставка» в комментариях, и я скину вам ссылку на этот документ. Скачивайте, изучайте, применяйте. Если вам близок
такой формат подачи, где каждое движение цены разбирается через призму логики, я приглашаю вас на свой продвинутый курс. Моя цель не просто дать вам стратегию, а научить видеть механику рынка. Мы выстраиваем структурный анализ на базе реальной механики движения цены, а не на пустых паттернах. В рамках курса я делаю упор именно на детальное объяснение логики каждого движения. Если вы ищете систему, которая позволит торговать осознанно и глубоко понимать поведение крупных игроков, это качественное знание для тех, кто настроен на серьезный результат. Качественное торговое образование – это когда у вас не остается вопроса, почему цена пошла туда. В моей программе я делюсь своей системой анализа, где во главе угла стоит логика и структура. Никакой воды, только механика ICT и пошаговое объяснение того, как работает рынок. Если вы цените структурный подход, четкую подачу материала и хотите приобрести фундаментальное понимание рынка, без информационного шума, буду рад видеть вас среди своих учеников. За подробной информацией пишите мне в Телеграме. Если это видео открыло вам глаза, если вы наконец поняли, почему ваши правильные сделки заканчивались стопом, поставьте лайк. Не для меня, для алгоритма YouTube, чтобы это видео увидели те, кому оно реально нужно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще много тем, которые изменят ваш взгляд на график. И напоследок, готовы ли вы перестать быть топливом и начать торговать вместе с алгоритмом?